Сейчас еще немножко про цели и задачи, чтобы я убедился, что вы все понимаете. I need Paul to develop some skills, right? Мне нужно, чтобы Павел выработал у себя кое-какие навыки. Why do I need Paul to develop the skills? Почему я хочу, чтобы он их выработал? What's his number one problem? Какая его проблема номер один? Неумение поддерживать He cannot stay sober. So I need him to develop some skills. So staying sober is the goal. Поэтому No, staying sober is the goal. да. Оставаться трезвым — это цель. Гол, цель. And the objective, it's achieved by these objectives. И цель это достигается определенными задачами. I need him to verbalize that he has a problem. Мне нужно, чтобы он высказал, сформулировал словесно, что у него есть проблема. I need him to verbalize that he has some understanding of the problem. Мне нужно, чтобы он проговорил, что у него есть некоторое понимание проблемы. I need him to develop and practice some new behaviors. Мне нужно, чтобы он выработал и практиковал новое поведение. I need him to read the big book of Alcoholics. Мне нужно, чтобы он читал большую книгу анонимных алкоголиков. Задачи. I need him to practice the 12 steps in his own life. Мне нужно, чтобы он практиковал 12 шагов в своей повседневной жизни. I need him to go to meetings. Мне нужно, чтобы он ходил на собрания. Need him to learn how to cope with uncomfortable feelings. Мне нужно, чтобы он справлялся с неприятными чувствами. I need him to have developed a relapse prevention plan. Мне нужно, чтобы у него был выработанный план предотвращения срыва. Now, if Paul's depressed, Если Павел подавлен в депрессии, and we want to change the way that he feels, и нам нужно изменить его чувства, he needs to learn how to say positive things to himself. ему нужно научиться говорить о себе положительные вещи, положительно говорить о себе. He needs to learn how to have fun in his life. Он должен научиться получать удовольствие в жизни, отдыхать, развлекаться. He needs to learn how to grieve over loved ones who have passed on or who may pass on. Он должен научиться грустить и принимать смерть близких людей. He needs to learn how to think accurately. И он должен научиться думать, как это сказать, what does the word accurate mean in this particular Correctly. Directly. Correctly. Правильно мыслить. Правильно мыслить. Научиться правильно мыслить. Need to improve the dysfunctional relationships in his life. Он должен улучшить дисфункциональные отношения в своей жизни. He may need to take antidepressant medication. И, возможно, ему нужно принимать антидепрессанты. Дисфункциональное что? Наладить дисфункциональные отношения. Now, Это по второй проблеме, да, по депрессии. Вторая проблема депрессии у него. Other objectives for the second goal about depression, yeah? yeah, there are objectives for the second Да, goal. это по второй проблеме. Второй вопрос депрессии у него, это... Лучше бы ты записывал это. По депрессии, это наши задачи. Насчет таблеток там что-то он сказал. Имеется в виду, что если человека есть группа там, да? Если он больной. Ну да, если... Он сказал, что может быть ему нужно принимать антидепрессанты. Если депрессия, так сказать. Может быть. Может быть. Может быть. Он сказал, возможно. А кто контролирует прием этих таблеток? То есть после детоксикации реабилитация, а потом поддерживающая But he программа. can't, see, I don't like you using the word
rehabilitation here. Or rehab. This is the rehabilitation part of treatment. This is the treatment. This is the counseling. This is the lectures. This is the movies. In Russian, I know it's a problem. means And that's fine. treatment as in medical hospital. We don't- I understand. So what do we do? А еще скажи. I want, see, the whole thing is rehab, but this is the actual treatment part of being in rehab. You got this blank look on your face. Yes, of course. What kind of У нас, да, проблемы теперь со словом лечение, потому что у нас Okay. мы I можем think- употреблять слово лечение. All right, I'm going to say it like this. I'm going to say it like this. Stop. Скажу следующим We're образом. going to say it like this. We got detox. У нас есть детоксикация, We got treatment. у нас есть Treatment. Да. а ему не нравится Treatment. treatment. The whole thing is rehabilitation. Все вместе это реабилитация. We got detox. Детоксикация. Treatment. Вот это нам надо определить, как это Say the называется. word treatment. Treatment. А And что там делают? Stop. Лечение, Стоп. Подожди, да. I'm going to start over again every time. we Иначе я interrupt. начинать буду каждый раз сначала. We got detox. Детоксикация. We got treatment. I almost said rehab. Treatment. And we got continuing care. И продолжение. 3 parts of rehab. 3 части реабилитации. Okay? 3 этапа. So let's figure out together. I like treatment. I like treatment. Would you like to learn? Would you like to learn a new English Вы хотите word? выучить новое английское слово? Yes. Нет. Oh. Нет. Treatment. Treatment. You get a piece of candy. You learned it quicker than anybody else. Treatment. Не знаю. Что там делают? Какое слово? Пожалуйста. По-английски. Лечение. Ну что делать? Ну понятно, что это лечение. Ну, как мы Стационар. Detox. But I will explain like that. It's not that word Слово really in лечение, Russian. ничего не We нравится. can call it really how it's translated in Russian. Detox the treatment too, but that's another stage. Now, see, that's what we it just call it treatment and this stages. Yeah, and there will be another treatment, but No, that's continuing care. this treatment too, but another type. I agree. But what takes place in this period Что here происходит в этот период времени? is the counseling, the group Это therapy, консультирование, групповая терапия, the correction of inaccurate thinking. и исправление неправильного That мышления. may take place a little bit of detox. I mean, Это you может go to начаться meetings и and detox. детоксикации, You're not in jail. или в тюрьме. But in order for me to make it clear to you, Для того, чтобы вы это поняли. I want to use terms like this. I want to break it up into 3 different sections. Поэтому я разделяю это на 3 разных этапа. Because you're no longer detoxing when you're in Потому что continuing care. ты уже когда на поддерживающей Okay? программе, So it's like 3 different это уже не stages. детоксикация. 3 разные стадии. Detox, treatment, continuing care. Интенсивное Что ты лечение. призываешь? Используя слово лечение? Психосоциальный этап. Ребят, ну правильно, это все лечение. Детоксикация, Но лечение. у нас же не употребляется ничего это слово. Почему? Я никогда не слышал его в нашем любцентре. Я никогда не слышал его в Полтаве, где я был. Я никогда не слышал его еще где-то. Восстановительный процесс после Лечение нормально. Восстановительный. Может, на All right, I'm losing interest here. Психосоциальный аспект, ну, можно расписать. Together, да, all together. Это физический детокс, потом Нет, это именно психосоциальный. психологический. I'm losing interest. Я теряю интерес. Вы тоже. Please. Пожалуйста. Чип. На Биопсихосоциальный. всем вот постсоветском пространстве принято 28 дней, это реабилитация. Everywhere Психосоциальный. in post-Soviet Union countries, the word rehabilitation is used instead of treatment. I understand. So that's why we have it. Okay. It's fine. Well, Detox, treatment, continuing care is all part of все rehab. это часть реабилитации. Now, what if I just said Что если я скажу stage 1, stage stage 2, stage 3? первая стадия, What if вторая I did стадия, that? третья Нормально. стадия? Rehab stage 1. Первая стадия реабилитации. On a test, В тестах
when I ask you what's the definition of rehab stage 2, what will you tell Когда я me? спрошу вас, какое определение второй стадии реабилитации, что вы мне скажете? Лечение. We will tell you the objections of that. I want to hear Я хочу услышать, что... treatment. Yeah. Okay. Now y'all can call it anything you want, Можно как угодно. but we want to make this a consistent school. Мы хотим, чтобы это было постоянное. In Altova, I don't want them using different terms that are used in Melitopol. I want to Я не standardize хочу, the чтобы в information. другом городе использовали другие термины, чем в Мелитополе. That's what I want to do. Now, if I have to change, believe me, I will change. Если надо будет поменять, поверьте, я поменяю. Илья, напиши круглый фритон. One of the first things I had to learn in Russia, one of the first things that I Одна had из to первых learn in вещей, Russia которым я научился в России, is that Russians are never on time. это то, что русские никогда не приходят вовремя. So I had to compromise. Поэтому мне нужно идти на компромисс. If I have to compromise, I will, but I'm not willing to И do it если today. мне нужно будет идти на компромисс, я пойду. Но сейчас я не вижу в этом смысла. All right, you wanted to write one down? Treatment план, мы писали план выздоровления. Treatment plan? О чем думать? Да. Выздоровление или не лечение? Это другое слово. Вообще Treatment другое plan. слово. Хорошо. All right, now, Думаю, это обсудим. everybody good? Everybody ready? Всем хорошо, всем записали. Подожди, Лиза пишет по-английски, You want чтобы this это word? Ну вон она, наверное, перед планом. Treatment plan. T-R-E-A-T-M-E-N. Когда говоришь, мы его возвращаем лечение, да? Да. It's already written down. Объяснить, что у нас это поднимается детокс, биофизическое, потом психо и социальный аспект. I hope not. Ну не хочет слушать. Как там? ДР. All right. Триатмен. Давайте потом, как соберемся вечером, я обсудим, хорошо? Can I continue, please? Пожалуйста, можно мне продолжать? Дорога ложка к обеду. Хорошее слово. Everybody ready? Or do I need to take a break now? All right. Intervention. Интервенция. In this sense, В смысле? means the following. В этом случае означает следующее. When I am intervening with Paul's withdrawal syndrome, Когда when I am interfering, when I am когда я working on, взаимодействую с, when I am когда я changing, работаю с синдромом отмены у Павла, когда я вмешиваюсь в его синдром отмены, то есть that means I'm giving him detox это значит, medication. что я ему даю лекарства для детоксикации. I am addressing his symptoms. Я обращаюсь к его симптомам, работаю с его симптомами. If Ilya wanted to leave the room, Если Илья хочет выйти из комнаты, how would I intervene? как я взаимодействую, как я вмешаюсь? Okay? Понимаете? Вот Right. интервенция. So in this sense, that's what the word intervention means, and to Вот intervene. что значит слово It интервенция. means to stop it, Остановить. to try to address it anyway. I may not be able to stop it, but I will address it. Остановить и попытаться вмешаться все равно. All right. Now, an example of an intervention. Пример интервенции. In the chart. Well, we don't want to go to chart yet. I want to assign, I'm intervening in Paul's addiction. Я провожу интервенцию с болезнью Павла. Okay. Вмешиваюсь в его болезнь. Which means I'm going to give Paul an assignment Это значит, что я дам Павлу задание, that hopefully is going to change something in Paul's которое, head. возможно, изменит что-то в его голове. So I'm going to ask Paul to write 5 negative consequences of his behavior. Поэтому я попрошу Павла написать 5 негативных последствий его поведения. And in Paul's chart, И в его личном деле, on the page that we're at for that particular day, на странице, которая будет как раз Chart отвечать за can get этот really конкретный день, потому что личное дело будет очень толстым. and there will be pages and pages and pages, Там and at the top say treatment plan. страницы,
по плану выздоровления. Okay? And on one of these pages, I'm going to write the word intervention. На одной из этих страниц я напишу интервенция. If that's the page, and it says intervention plan, right, or treatment plan up here. Так, это страница. Сверху написано план выздоровления. And it's got lines. И там линии нарисованы. Right over here. Right over here. I'm writing the word Я intervention. пишу интервенция. And it's going to say, assign Paul to write 5 negative consequences of his addiction. И там я напишу, дал задание Павлу написать 5 негативных последствий его зависимости. And then under that, those этим- sentences, it's going to say responsible professional. And that's И where под I этими sign my name. 5 последствиями, которые напишет, я пишу ответственный специалист, двоеточие, и там ставлю свою подпись. I'm the one that gave Paul the assignment. Потому что я дал Павлу это задание. I may or may not be Paul's counselor, Я могу быть или не быть консультантом Павла, but it would be unusual for someone else to give Paul an assignment. но это without my вообще-то permission. не совсем обычно, чтобы кто-то другой давал ему задание. Another intervention. Еще один пример интервенции. And it says, all right, this is like later that day. Например, позже в этот день. Intervention. Интервенция. I'm going to have in a joint session, in a joint treatment session with the group, in a treatment session with the group therapy. У меня групповая терапия, несколько клиентов вместе. Paul will share the connection between his drinking and his marijuana use. Павел расскажет о связи между его употреблением алкоголя и марихуаны. And then I sign it. Responsible professional, my name. И я подписываю опять ответственный специалист и One имя. more. И еще. All right. This Расскажет is, о связи своего употребления алкоголя и употребления марихуаны. one more intervention. Еще одна интервенция. In group, В группе I'm going to encourage Paul я to постараюсь, share his anxious feelings about being in treatment. я постараюсь как это по-русски это слово? Заинтересовать. Нет. Как ему захотелось. Заинтересовать. Смотивировать, да. Смотивировать Павла, чтобы он рассказал. Okay. What Yeah. did he tell? Huh? What the point? What is talking about? What are you encouraging him to tell? Why he feels anxious, or just Почему? share his. All right, you remember how we did? Так же, как мы с вами, помните, This что мы morning. делали? We shared how we felt, Чтобы он right? рассказал о своих чувствах. And just as a result of that, you felt better, right? И в результате этого вы почувствовали себя лучше, не так ли? Yeah. That's all I want Paul to do. Вот что я хочу, чтобы он сделал. Рассказал о своих чувствах. In this particular case, В этом конкретном случае. I may need Paul to share his anxiety about going home and his ability to stay sober when he goes home, his fear of that. That's one thing I might need. Может быть, я попрошу его рассказать о своих чувствах по поводу того, что ему нужно уходить будет домой, у него на этот счет есть тревога, чтобы он рассказал о своих чувствах, потому что это болезненно для него. All right, I got 15 minutes. I want to explain this to you. Everybody get a new piece of paper. Возьмите новые листики бумаги чистые, откройте. Которых нет. Need a piece? In the notebook, оно. It would be nice if it's in your notebook. Можно в тетрадке. Откройте. Откройте чистый лист тетрадки. Нет. Вот надо не крикнуть, мы еще не рассматривали вообще. Нет, еще нет. Нет. This is what one of the pages in your chart will actually look like. Вот так будет выглядеть одна из страниц в личном деле. This is some professional stuff. Это кое-что уже профессиональное. And I'm not going to go into the details of Paul's personal information. Я не буду вдаваться в детали личной информации Павла. At the top of every page needs to have Paul's name and his patient number.
He should have a patient Наверху number. каждой страницы должно быть имя Павла и его номер как клиента. Okay, and that patient, Имя просто. Отчество надо? The second name, first and second. да, имя и фамилия, And his, like I said, his patient number. и номер. Now, the way we did patient numbers, Мы номера присваиваем так. it might be like 09 for the year, Например, 09 это год, 431. 431. That means in the year Это 09, значит, что в 9 году Paul was the Павел был 431st patient. 431 нашим клиентом. Okay. Now, he needs to use that number all the time when he's in treatment. Ему нужно использовать постоянно этот номер, пока он на реабилитации. Now, he may have in my facility, he had a В моем name центре у него бирка на руке с этим номером. went around his wrist like a patient Как in a regular hospital. как у пациентов в больницах у нас. Had his first name, Там его имя написано, the first letter of his last name, первая буква фамилии and his patient number. и номер клиента. And every time he had to go and get a И medication, каждый раз, когда он идет получить лекарство, the nurse had to look at that медсестра number. смотрит на его номер. Okay. In my facility, because we didn't have nurses, the last facility I worked at, we В didn't have nurses. последнем моем центре, который был небольшим, у нас не было медсестер. So Paul, every time he walked up, Каждый раз, I'd say, "What's your name?" когда Пол And he had to просыпался, tell me his name. я его спрашивал, как тебя зовут? И он должен был говорить мне, To как make его it funny and to get it out зовут. of Просто a как-то routine, развеселить и как-то выбраться из рутины. I would say, "Yuri, what's your name?" Я буду говорить, Юра, как тебя зовут? He would say, "Yuri." Ты же Юра. Right? And then on the front page of his И medication на chart первой странице его was his личного photograph дела находится его фотография and his name. и имя. So there was no way that he got the wrong medication. Чтобы никаким образом он не мог получить неправильное All right, лекарство. on this page, though, he's got at the top of the page, he's Итак, got наверху страницы. his name and his patient number. Имя и номер пациента. Okay, that's up at the top. Right over there. Now, on this page, on Paul's particular page, На личной этой его странице. this is page 1. Страница 1. Problem. Проблема Problem number 1. номер 1. And it's going to say, has a, and this is a term, has pathological, y'all don't know that word, do you? All right. No, No, they don't. I know. Okay. Pathological relationship with alcohol Патологическое отношение к алкоголю. as indicated by Что a подтверждается blood alcohol level of, what did we say, 2-3? что подтверждается наличием в Remember крови problem number 1 for 23 Paul? промилле алкоголя. Problem number 1 for Paul. Это проблема номер 1. Помните, мы говорили, проблема номер 1. Чем подтверждается? Вот мы пишем. As Проблема номер 1. indicated by Патологическое отношение к алкоголю, что подтверждается наличием в крови стальки-то единиц алкоголя. Yeah, and well, we said it a little bit different, but it's the same thing. Мы Here, that was in the problem list, but here, what we're going to say is pathological relationship with alcohol is indicated by a blood alcohol content of 0.23 патологическое отношение к алкоголю, что подтверждается наличием стальки-то 23 единиц алкоголя в крови on admission. во время приема в рецентр, So when he walked through the door, когда он зашел к нам в дверь. comma, 3 DUIs, 3 drunk driving arrests, 3 ареста за пьяное вождение, comma, запятая, family reports daily drinking. Семья говорит, что он пьет ежедневно. Then, a little bit down the page, Потом чуть-чуть ниже на этой странице. goal, Цель A. А. Цель А. Develop a program of recovery congruent to a sober lifestyle Вы as работаете- evidenced by. Помните, писали, выработать программу выздоровления. Выработать программу выздоровления
соответствующую трезвому образу жизни. What's the Что next line? подтверждается? What's the next line say? You can start and I will tell you. Objective number 1. Oh, we didn't read that. Thank you. Что там? Гол номер... Новое сейчас будет. Goal number 8 is evidenced by. Что подтверждается следующим? Objective number 1. Задача номер 1. Paul will identify with his counselor 10 times when alcohol was used negatively affected his life. And then I need a day when it's going to be done. When Paul's going to be done with the assignment. Identify, because counselor will tell something, yes, and you will identify when you saw. Paul will identify with his counselor 10 times when alcohol use was negatively affected. Paul will tell me 10 times by such and such a day. Первая задача. Павел 10 раз скажет консультанту, в смысле 10 примеров приведет консультанту того, как алкоголь негативно повлиял на его жизнь. 10 примеров. И дальше дата, когда это будет сделано. День, месяц и год здесь написано. That's goal. Это задача. Это задача. примеров того, как алкоголь Негативно повлиял на его жизнь. Это он расскажет консультанту такого-то числа. То есть дата поставлена. And then intervention. И после задачи интервенция. A little bit down the page, intervention. Ниже на странице интервенция. You know, if you skip more than one line, my people got mad, but because you used up too much paper. But anyway, that's fine. Decide patient the homework of making a list of 10 times when alcohol use negatively affected his life. So that's the objective. This is the intervention. So it's the same. Not the same. No. This is the specific assignment. The task is the same. It's the same goal. It's to solve this problem. This is the objective. This is the intervention. If this is how I want, if this is what I want to achieve that goal, this is how I'm going to go about getting it. Okay? Я говорю. Интервенция. Дать клиенту задание написать список из 10 случаев, когда алкоголь негативно повлиял на его жизнь. Now, дать задание написать клиенту. Да, вот это уже было, я его спросил, сейчас он объяснил мне. there's a rule that I told y'all when I first started lecturing here. Есть правило, которое я вам сказал, когда я только начал читать лекции. If it's not written in the chart, Если не написано что-то в личном деле, never happened. этого никогда не было. Okay? So if I don't write down that I gave him that assignment, Если я не записал то, что я дал ему это задание, he never got the assignment. это никогда не случится. То есть, если я не записал, что я дал ему это задание, значит, он никогда его и не сделает. They told me when I was in counselor Мне school, сказали, documentation, когда я был в documentation. команде консультанта, что документировать, документировать, еще раз документировать. Now what if you get drunk? Что если ты напьешься? And Paul's been in treatment for 2 weeks. Павел был 2 недели в реабилитации. Where's he at? What's he doing? What's he working on? Что он делает? Над чем он работает? Чем он занимается? Если консультант напился, да? Counselor gets drunk. Counselor got drunk. Консультант напился. Counselor got killed. Консультанта убили. Counselor got fired. Его выгнали с работы. What are we going to do with Paul? Что делать с Павлом? Я понял. You know? It's gotta be every step of the way. But here's the main reason why it's this way. And it applies here. Основная причина, почему мы это делаем, это относится сюда. If we want care for alcoholics to be effective and universal within this country, Если мы хотим, чтобы помощь, которую мы оказываем алкоголикам, была эффективной и одинаковой, универсальной для всех everybody краев needs to этой do it страны, the same всем way. надо делать это одинаково. Okay? Now, eventually, I want a regulating board. Я вообще хочу, чтобы у нас существовала какая-то организация по регулированию этого всего. Maybe run by the government, maybe Может not, государственная, может не государственная. who does audits, Которая who just shows up one будет day проводить аудит.
and says, that patient Который over будет there, появляться у вас в центре show me his неожиданно chart. и говорить: вот клиент, дайте мне его личное дело. And I guarantee everything better be exactly the same way. И я вам гарантирую, пусть оно лучше будет все везде одинаково. And if I'm, yeah, please go ahead. Давайте допишем. Дать задание написать клиенту. Написать, составить список 10 случаев, когда алкоголь негативно повлиял на его жизнь. Когда пишете, я объясню, это уже я у него спросил. Это же интервенция, да? Интервенция записали? Короче, я спросил, что Подожди, интервенции. Дать задание написать клиенту, составить 10 случаев. 10 случаев того, как алкоголь негативно повлиял на его жизнь. Сокращенно пишет. И опять дата, да, здесь? Подожди, дата ниже будет. Я его спросил, что и цель, и интервенция говорят об одном и том же. Что это значит? То, что 2 раза ему надо, 1 раз рассказывать, расписать, он говорит нет. Задача интересная. Задача, цель. Это для себя. Цель создать программу выздоровления, а задачи он ставит, чтобы он 10 случаев привел. Это сделал. Да, а вот интервенция, это он говорит, это то, как я собираюсь выполнить задачу. То бишь Понятно? даже факт Это одно того, и что он то же. уже дал задание. Да, то есть я даю задание. У меня задача, чтобы он 10 случаев таких меня назвал. Ну как я это сделаю? Письменно. Вот интервенция состоит в действии. Вот что он объяснил. То бишь интервенция это фиксация того, что я ему дал работу. Да. I explain the connection. Did you read responsible professional? No. Okay, tell him it. Интервенция это фиксация того, что я ему дал Alright, работу. stop. After all this is done, responsible И professional. после того, как это вы написали снизу, ответственный специалист. Whoever wrote all this in there has got to sign it. И подпись. If you don't sign it, Если вы не подписали, once a month, раз в месяц you get an email вам придет e-mail. or a memo to have to come down to medical records and sign old charts. Или напоминание, что вам нужно прийти в эту комнату, комнату записи и подписать свои. There's a list. Задание. There's a list Это список. with everybody's name who hasn't signed a chart and how many charts they need to Там sign. есть список, имена всех консультантов и поскольку они сколько они каждый не подписал задание. And Они it должны goes прийти и all подписать. through the hospital. И это везде в Everybody gets больнице. a copy. У всех есть копия. And they can see. И они могут увидеть. Юра, Юра, what do you что ты- think? что ты- Sign your chart. Что ты делаешь? Пойди подпиши свои личные дела. Da-da-da. All right, let's go to lunch. Интервенция дата, надо указывать. Сначала